Зима в небольшом канадском городке Стайнбак, расположенном среди равнин провинции Манитоба, никогда не отличалась суровым милосердием. Когда на эти края опускаются настоящие морозы, воздух становится настолько плотным и колючим, что каждый вдох обжигает легкие, а ледяной ветер, прилетая с открытых пространств, выдувает остатки тепла из самых защищенных уголков. В такие вечера жизнь на улицах города практически замирает. Машины прячутся в отапливаемых гаражах, люди передвигаются перебежками от дверей до прогретых салонов, а уличный термометр уверенно стремится к меткам, при которых даже самые стойкие стараются не выходить из дома без крайней необходимости. Здание местной пожарной части в ту ночь стояло словно одинокий оазис среди звенящей морозной тишины. Внутри дежурного бокса пахло горячим кофе, дизельным топливом от начищенных до блеска красных машин и подсыхающей после прошлых вызовов тяжелой экипировкой. Пожарные несли обычную смену. Кто-то проверял гидравлический инструмент, кто-то перелистывал журналы в комнате отдыха, пока за толстыми стеклопакетами гудел ледяной ветер, намывая на стекла узоры из плотного инея. Дежурный пожарный, проходивший по коридору вдоль фасадных окон станции, случайно бросил взгляд на стекло. На улице царила непроглядная тьма, слегка разбавляемая желтым светом фонарей, и сначала ему показалось, что на подоконнике снаружи лежит лишь надутый ветром ком снега. Однако через секунду этот ком пришлифовался, изменил форму, и на мужчину сквозь двойное остекление настойчиво и прямо уставилась пара пылающих глаз. Пожарный остановился как вкопанный. Его удивление было безграничным. В такой лютый мороз на улице не должно было быть ни единого живого существа. Присмотревшись, он разглядел маленькую, съежившуюся от холода молоденькую кошку. Она сидела на узком выступе прямо под окном, поджав под себя лапки, и, не мигая, смотрела на человека. В ее взгляде не было дикого страха или желания убежать, только немое, но невероятно настойчивое требование о помощи. Не раздумывая, дежурный накинул на плечи тяжелую куртку и направился к боковому выходу. Когда тяжелая металлическая дверь станции распахивалась, наружу вырвался клуб белого пара, а морозный воздух мгновенно обожег лицо. Мужчина ожидал, что испуганное животное от звука шагов шмыгнет под ближайший контейнер или скроется в темноте. Но произошло совершенно обратное. Едва кошка увидела выходящего на улицу пожарного, она спрыгнула с выдутого ветром сугроба и изо всех сил побежала прямо ему навстречу, тихо и жалобно мяукая на бегу. Она продолжала кружить возле его тяжелых защитных ботинок, утыкаясь мордочкой в плотную ткань брюк, и всем своим видом показывала: она не уйдет отсюда ни при каких обстоятельствах. Было совершенно очевидно, что у этой крохи нет дома, нет теплого подвала или чердака, куда можно было бы спрятаться от набирающего силу ночного бурана. Идти ей было абсолютно некуда. Пожарные прекрасно понимали, если оставить малышку на улице хотя бы еще на пару часов, предстоящую ночь она просто не переживет. Мужчина аккуратно подхватил дрожащий от холода комок и быстро занес его внутрь, плотно прихлопнув за собой дверь. При ярком свете ламп дежурного бокса спасатели смогли, наконец, как следует рассмотреть свою неожиданную гостью. Вид у нее был плачевный. Шерсть, когда-то явно светлая и пушистая, превратилась в грязные, скатавшиеся сосульки, испачканные в саже и дорожных реагентах. Из-за истощения кошечка казалась совсем невесомой, а ее ребра легко прощупывались под тонкой кожей. Было видно, что она не ела уже много дней и скиталась по морозу слишком долго. Но стоило одному из пожарных осторожно провести широкой ладонью по ее холке, как малютка зажмурилась, вытянула шею и тут же замурчала. Громко, гулко и раскатисто, заполняя этим звуком весь огромный бокс.
В этом мурлыканье смешались безумная усталость, облегчение и глубокая благодарность за обретенное тепло. На шум из своего кабинета спустился начальник пожарной части Кевин Тис. Осмотрев заморашку, сидевшую на чистом полотенце и жадно поглощавшую импровизированное угощение, Кевин понимал, что оставлять животное в части без присмотра надолго нельзя, а на улицу ее больше никто не выгонит. «Я возьму ее к себе домой, хотя бы на первое время», — сказал Кевин, гладя кошку за ухом. Оставить ее у себя навсегда начальник части не мог, как бы ему этого не хотелось. У него дома уже жили 4 кошки, и появление 5-го питомца стало бы слишком большой нагрузкой для бюджета и пространства. Но дать ей временный приют, накормить и обогреть он был готов без колебаний. Новоиспеченной питомице дали мягкое и уютное имя — Эмма. На следующий же день Кевин бережно упаковал Эмму в переносную корзину и повез в местную ветеринарную клинику. Первичный осмотр принес немало радости. Несмотря на пережитые невзгоды и истощение, кошка оказалась удивительно крепкой и совершенно здоровой. Единственным напоминанием о пережитом смертельном холоде остались лишь слегка обмороженные, побелевшие кончики ушей. Ветеринар заверил, что при должном уходе ткань восстановится, и жизни животного ничего не угрожает. Кевин понимал, что ласковая кошка могла случайно выскочить из дома или потеряться. Он сделал несколько качественных фотографий очистившейся Эммы и опубликовал подробную историю ее спасения в социальных сетях, в местных группах Стайнбака, в надежде, что откликнется настоящий хозяин. Прождав несколько дней, Кевин регулярно проверял входящие сообщения и комментарии, но публикация не принесла результатов. Никто не искал маленькую кошку, никто не узнавал в ней своего пропавшего питомца. Стало ясно. Эмму либо просто выбросили на улицу перед самым наступлением холодов, либо она родилась бездомной и выживала исключительно благодаря случайности. Не получив никакого отклика от предполагаемых хозяев, Кевин снова повез Эмму к ветеринару для проведения плановых процедур. На этот раз врачи провели более детальную диагностику, сделали кошечке первые необходимые прививки и обнаружили неприятную, но вполне решаемую проблему – ушных клещей. Врачи сразу же начали лечение, очистив слуховые проходы и назначив специальный курс капель. Что больше всего поразило и медицинский персонал, и самого Кевина во время этих визитов — это поведение самой Эммы. На приеме у ветеринара, где многие животные впадают в панику, шипят и вырываются, Эмма вела себя феноменально спокойно. Она безропотно позволяла делать любые, даже самые неприятные манипуляции — осмотр зубов, уколы, чистку ушей. Кажется, ей настолько нравилось человеческое внимание, прикосновение теплых рук и ласковый шепот, что она была готова терпеть любые процедуры, лишь бы ее продолжали гладить и обнимать. Слух о ласковом нраве спасенной кошки быстро разнесся по пожарной станции. Некоторые суровые спасатели, успевшие привязаться к Эмме за те немногие часы, что она провела в боксе, предложили оставить ее прямо в части. Ведь во многих городах кошки живут на станциях, становясь настоящими талисманами отряда и помогая снять стресс после тяжелых выездов. Однако Кевин Тис, как опытный руководитель, был вынужден отклонить это заманчивое предложение. Специфика работы конкретно этой пожарной части заключалась в том, что в выходные дни и праздники станция могла переходить на особый режим, когда на месте не оставалось даже дежурного офицера. Здание закрывалось на замок, и кошка оставалась бы в полном одиночестве на несколько дней без свежей воды, еды и человеческого тепла. Поставить Эмму в таких условиях означало снова обречь ее на тоску и риски. После этого на общем семейном и рабочем совете было принято единственно верное решение — найти для Эммы
настоящую, постоянную и любящую семью, которая никогда ее не предаст. Пока идут активные поиски постоянного дома, жизнь Эммы кардинально изменилась. На временной передержке ее первым делом тщательно искупали с использованием специального шампуня. Когда смылись последние следы уличной грязи и сажи, перед людьми предстала невероятная красавица с шелковистой шерстью и выразительными глазами. Спустя некоторое время, когда организм кошки окончательно окреп, ветеринары провели операцию по стерилизации. Сейчас Эмма находится во временной семье и переживает лучший период своей жизни. Из худого, запуганного заморыша она на глазах превращается в сытую, грациозную и невероятно игривую кошечку. Она быстро набрала необходимый здоровый вес, ее шерсть засияла на солнце, а кончики ушек почти полностью зажили. Эмма с упоением осваивает новые горизонты. Потихоньку учится гонять по коврам мягкие шарики, охотится за игрушечными мышами и искренне удивляется тому, что еда в ее миске теперь не кончается никогда. История маленькой кошки, которая не побоялась прийти за помощью к людям в самый лютый канадский мороз, уверенно движется к своему счастливому финалу. Совсем недавно интуиция и надежды пожарных подтвердились. Появился человек, который увидел историю Эммы, влюбился в ее сильные добрые глаза и твердо решил забрать кошечку в свой дом навсегда. Совсем скоро Эмма переедет в свой собственный, настоящий дом, где ее ждет тепло, безопасность и бесконечная человеческая любовь.